Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Северные потоки начинают топить Киев. Итальянская полиция подтвердила задержание украинца за возможную причастность к подрывам северных потоков. СССР хочет найти и арестовать всех отдыхавших на Андромеде, пишет издание «Инагент Билд». Александр, вопрос, а что там с северными потоками? Есть ли информация какая-то про следствие, о том, как себя чувствует компания, что будут делать в принципе с останками северных потоков? Давайте, друзья, представим себе, что гражданин, взятый под стражу, действительно имеет какое-то отношение к подрыву северных потоков. И Нет, я понимаю, что и это вопрос, который как бы мне надо задавать, потому что я вроде как в этом ролике говорю, поэтому, ну вот, видите, гражданина-то взяли под стражу, все, практически арестован, практически в узилище, сейчас сдаст своих подельников, их всех сгребут, допросят, узнают, что они виноваты, соберут, в общем, все необходимые доказательства, с доказательствами и с вот этими персонажами придут в суд, представят ошарашенному суду вот все эти доказательства, представят вот этих всех людей. Они получат по заслугам, разъедутся по соответствующим заведениям на какое-то количество лет. И, ну хорошо, вот допустим, и северные потоки заработают? Нет. Более того, Европейский Союз всеми силами старается сделать так, чтобы северные потоки не заработали. Притом делает это довольно основательно на уровне законодательства, которое регулирует вопросы энергопоставок в масштабе всего Европейского Союза. И притом регулирует таким образом, что все страны Европейского Союза обязаны будут, подчиниться этим правилам. Я здесь говорю про дорожную карту по отказу от российских энергоресурсов, которая предусматривает отказ от газа, нефти и урана, которые поступают из России. А к концу 2025 года все страны Европейского Союза, да, которые покупают все еще что-то у России, должны будут представить свои национальные планы по отказу от вот этих самых энергоносителей. Когда? После 27 года. Точнее, в 27 году уже все, баста. Нужно прекращать покупку и к этому моменту заметно сократить любой импорт. А после 27 года будет нельзя покупать никакой газ, который поступает из России. Это я напоминаю, вдруг кто-то забыл, в конце 24 года появились новости о том, что вот американцы интересуются северными потоками, сейчас они вот там с Химатос там договорятся, подмажут, хопа, выкупят эту самую трубу, и по этой трубе пойдет американский газ. Ну, точнее, газ будет российский, но так как труба принадлежит американцам, то как бы и норм. Ну, как бы норм, то есть смотрите, вдруг кто не знает. Северный поток-2. Работает? Нет, не работает. Почему не работает? А потому что у него нет разрешения на эксплуатацию. Почему нет разрешения на эксплуатацию? Ну так понятно почему. Потому что он принадлежит России. А вот если бы он принадлежал кому-то другому, там, не «Газпрому», а вот кому-то другому, и желательно не российскому, то все необходимые разрешения были бы сразу получены, все разрешения, после получения всех этих разрешений началась бы эксплуатация. Как дела? Ну, версия интересная. Версия такая, знаете, интригующая. Но просто Европейская комиссия всем своим видом давала понять, что дело вообще не в каких-то там формальностях. Ну, то есть дело не в том, что вот нельзя как-то так извернуться и, соблюдя определенные параметры, прописанные, скажем, в третьем энергопакете, запустить Северный поток-2. Кстати, почему я про Северный поток-2, а не про первый Северный поток? Ну, потому что Северный поток-2 физически запустить можно. Прямо сейчас. Не весь, половину, но можно. А Северный поток вообще нельзя сейчас запустить. Пока следующее обстоятельство. Северные потоки находятся в переходном состоянии. То есть Северный поток полностью выведен из строя, потому что повреждены две нитки, каждый из потоков. Это трубопроводная система,
состоящий из двух ниток, то есть параллельно уложенных газопроводов. Каждый газопровод мощностью 27,5 миллиардов кубов, что дает нам суммарную мощность каждого проекта в 55 миллиардов кубов. То есть Северный поток 55 миллиардов, Северный поток 2 55 миллиардов. Физически Северный поток 2 трубы и Северный поток 2 тоже 2 трубы. Две трубы первого Северного потока повреждены, одна труба Северного потока 2 повреждена. Вторая труба не повреждена, и вот, собственно говоря, можно начать прокачку как раз по этой трубе. 27,5 миллиардов в год, ну, скажем, Германия могла бы получать. Ну, не Германия абстрактная, а компании, располагающиеся на территории Германии, которые хотят продолжать покупать российский газ. Есть такие компании? Да, такие компании есть. Начнется ли закупка? А вот тут мы переходим к третьему обстоятельству. Проблемы на национальном уровне. И вот, собственно говоря, проблемы на национальном уровне заставляют нас поговорить чуть подробнее про причины, почему Европейская комиссия так упорно пытается отказаться от российского газа, нефти и прочего. Точнее, почему она не хочет восстанавливать какие-то отношения в энергетической сфере с Россией. Я не буду перечислять все возможные причины. Я обращу внимание, это я проговариваю для той части аудитории, которая побежит, а вот там есть такая-то причина. Наверняка есть другие причины тоже, но я хочу обратить внимание вот на что. Это позиция Еврокомиссии и проблема национального уровня, которая заключается в следующем. Представили, завтра все завершилось. Конфликт закончился. Все пожали друг другу руки. Сказали, ребята, как бы вас долго ждали, давайте приходите на наш рынок. Вы приходите на наш рынок. Нет, сначала вы к нам. Нет, сначала вы к нам. Что произойдет с Германией как государством? На следующий же день, скорее всего, после того, как все конфликты будут улажены. Санкции сняли, вот все. Что произойдет? «Газпром» и «Роснефть» пойдут в суды. И что характерно, эти суды выиграют. Вот на этом фоне, еще раз, это одна из причин, почему Еврокомиссия так старательно разрывает любые контакты. Если резюмировать ее, вдруг кто-то хочет именно резюме, за восстановлением потянутся финансовые потери для европейских стран и Европейского Союза в целом. Надо будет компенсации выплачивать и возвращать имущество. Либо, опять же, выплачивать компенсации. Какая неожиданность. Так вот, уже этого обстоятельства достаточно, чтобы всеми силами противиться принятию каких-либо мирных решений. То есть, с одной стороны, куча бабла, а с другой стороны, какие-то там экономические потери каких-то предприятий, какие-то человеческие жизни. Господи, говорят в Брюсселе, в смысле есть выбор? Выбора нет. С одной стороны, у нас куча бабла. Значит, выбора нет. Потому что если есть куча бабла и что-то другое, то выбор должен делаться однозначно в пользу кучи бабла. Какие-то там человеческие жизни, какие-то там проблемы вообще никого не интересуют. Куча бабла. Отсюда вот это затягивание, отсюда вот это, в принципе, стратегия по отказу от российских энергоносителей. Нет энергоносителей, нет проблем. Немножко, знаете, изменив цитату писателя Рыбакова, заметим мы. Нет поставщика, нет проблемы, нет энергоносителей, нет проблемы. Мы в целом не восстанавливаем отношения с Россией, потому что если мы восстановим отношения с Россией, у нее к нам будут претензии, а мы понимаем, что мы наделали такого, что претензии, если все нормализовалось, мы пожали руки, санкции убрали, то эти претензии будут обоснованными. А значит, любой суд скажет, да, надо платить. И платить долго. А мы не хотим. Мы не хотим и не будем, и поэтому вот так. Поэтому либо тут в рамках дипломатических процессов будет отдельно оговариваться, что, ребят, хорошо, давайте представим, что ничего не было, мы претензий не предъявляем, вы снимаете ограничения, а мы мы бумагу подписываем, никаких претензий не будет. Возможно, такого рода дипломатические инициативы и дали бы какой-то позитивный результат. Но пока, возможно, таких инициатив нет, либо там есть какие-то дополнительные факторы, которые, мы сейчас не проговариваем, которые мы не учитываем, в рамках этой темы про Северный поток, которые, тоже подталкивают к тому, что
уйдите, российские поставщики, не нужны вы нам тут. И нет, если вдруг кто-то из уважаемых зрителей скажет, ну, конечно, как же вы не заметили этого слона в комнате? Это же американский газ. Это американцы завоевывают завоевывают европейский рынок. Они специально выдавили российских поставщиков, чтобы свой дорогой газ продавать. Дорогие друзья, если вдруг вы у нас впервые, скорее всего, вы впервые, если вы подобную вещь говорите, то я вам расскажу страшное. Американский газ в Европе продают не американцы. Американский газ в Европе продают европейские компании. Азиатские компании тоже продают американский газ в Европе. Кстати, даже японские компании доплывают до Европы со своим газом и продают его там. Газ, произведенный в Соединенных Штатах Америки. А американским производителям газа плевать, куда вы его везете. Они получают плату за сжижение. Кстати, плату за сжижение они получают, даже если вы у них ничего не взяли, потому что контракт составлен таким образом, что вы оплачиваете сжижение в любом случае. Взяли вы газ, не взяли вы газ, вы обязаны заплатить вот такую-то сумму за сжижение. Поэтому, извините, подвиньтесь, нам плевать, куда вы везете свой газ, деньги на бочку. Деньги на бочку кладут, а потом берут газ и смотрят, куда бы его продать, давайте продадим вон туда. Поэтому нет, американский газ здесь вообще никакой роли не играет. И как геополитический, как любят сейчас говорить, фактор, он какой-то значимой величиной не является, которая могла бы определять вот эти вот телодвижения на европейском рынке. Вот такое вот у меня глубочайшее убеждение. Кстати, если что, мы как-нибудь устроим стрим, можете на этот стрим прийти и попытаться меня переубедить, что вот я не прав. Там задать какие-то вопросы, может быть, надо раскрыть эту тему. В общем, это я так анонсирую, вдруг мы все-таки в ближайшее время что-то такое сможем организовать. Вот, это я Максима, знаете, загоняю, наконец, в безвыходную ситуацию, когда надо будет что-то такое сделать. На то мы довольно давно это проговариваем. Вот, поэтому про Северный поток можно завершить тему следующим образом. Поймают виноватых, не поймают виноватых. Это вообще не важно для поставок по Северному потоку, для экономики Российской Федерации, для изменения политики Европейского Союза в отношении Северного потока. Пусть там будет лично так называемый президент Украины виновен в том, что был подорван Северный поток, Европейской комиссии будет плевать. Потому что логика их действий вообще никак не связана с тем, кто повредил Северный поток. Если, кстати, украинцы, они перекрестятся и скажут: «Господи, как здорово, что не вышли на американцев! Господи, как же здорово, можно спокойно ходить по улице и не бояться, что случайный кирпич на голову упадет таким вот ретивым расследователям». А украинцу, ладно, это даже хорошо, это прям замечательно. Можно будет сказать: а что же им было делать? Как-нибудь так вот выступят и объяснят своей широкой аудитории, что и здорово, мы и так хотели отказываться от российского газа, а тут вот, видите, нам помогли. Поэтому нет. Вот это ни на что не повлияет. Потому что за решениями Брюсселя лежат совершенно иные соображения, и их решения определяются иными факторами. Пусть трижды будут виновны те, кого поймали, к сожалению, к огромному сожалению, отношения между Россией и покупателями газа. Урсула фон дер Ляйен не покупает газ. Это так вот, вдруг кто не понимает. И покупателями газа это не восстановит. Восстановить отношения может долгая дипломатическая работа, которая будет учитывать и те факторы, которые в реальности определяют поведение Европейской комиссии, и в целом европейских властей, в том числе властей той же самой Германии. Как бы эти власти ни звались. Если вдруг завтра какая-то альтернативная партия придет там к власти, вы поразитесь. Но эта альтернативная партия, которую у нас любят цитировать, тут же начнет рассказывать, как здорово, что мы больше не получаем газ по этому Северному потоку. Это раньше мы не все знали, а мы тут, знаете, получили все документы. Как здорово, что мы не... Вы не представляете, как вот эти вот объективные причины экономического характера могут быстро менять политические, знаете, вот эти вот... политические направления у, казалось бы, непримиримых врагов и направлять их в одну и ту же точку. В общем, как бы ни звали немецкое руководство, в ближайшее время без должных дипломатических усилий, которые будут учитывать их негативный экономический интерес, назовем это так, без этих дипломатических усилий ничего не изменится. Кого бы там ни поймали, и кому бы какие обвинения в Европе не предъявляли. На этом, дорогие друзья, все.
Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.